Ну что ж, друзья, я учла все моменты по поводу освещения и звука, поэтому, надеюсь, это видео будет лучше по качеству, но я по-прежнему снимаю его на телефон. И давайте сразу к делу в этом видео. Ой, я с вами не поздоровалась. Всем привет, ассаляму алейкум, вы на блоге Мусульманки, и сегодня у нас будет видео про 5 мифов о замужестве мусульманки. И в конце я расскажу, я все-таки нашла место, и я вам скажу время и место нашей встречи. В конце. Досмотрите это видео до конца. Тем более, что оно должно быть интересно. Да, действительно, по поводу замужества мусульманок очень много стереотипов, вопросов, предрассудков. Поэтому давайте уже скорее просто их что сделаем? Развеем. Что я как-то слишком работаю руками. Первый миф. Мусульмане рано женятся. Да, действительно, есть такое, что мусульмане раньше, чем другие по возрасту, создают семью. Но это не является обязательством. Это желательно. Почему? Объясняю. Я уже рассказывала вам, что нам не разрешается прикосновение к чужому недозволенному тебе мужчине, или если ты мужчина, то к женщине недозволенной. И, соответственно, прелюбодеяние тоже является греховным, поэтому, сами понимаете, у мужчин, у женщин бывают потребности, пирамида Маслоу, кто не знает, погуглите. Чтобы не оказаться в ловушке вот таких вот потребностей, чтобы не согрешить, лучше всего, желательнее всего, создавать семью рано. То есть это желательно, но не обязательно, надо разграничить эти понятия. Вот мне, по сути, 24 года. Вы постоянно меня спрашиваете, сколько мне лет. 24. Мне 24 года. Я закончила университет, я уже работаю, и вот только сейчас я помолвилась. Большинство моих знакомых, девушек, мусульманок в хиджабах, они тоже отдают предпочтение более осмысленному возрасту, вот уже будучи получившие высшее образование или же, допустим, преодолев большую часть учебы, то есть там на 3-м курсе, на 2-м курсе, большинство моих знакомых так и делали. То есть они создавали семью либо после университета, либо уже там, будучи на 3-м там курсе, на 4-м и так далее. Второй миф. Девушки подбирают жениха родители. Это абсолютный миф. В моем случае мои родители даже не знали моего жениха раньше. Они не были с ним знакомы так хорошо, и то есть это не они мне его навязали, это я сама приняла это решение. Поэтому это полный миф о том, что сейчас, особенно сейчас, что мусульманки выходят замуж за того, за кого скажут родители. Да, такое бывает, но это зачастую связано с особенностями семьи или особенностями национальными, но не религиозными. Девушка вправе сама выбирать, и отсюда третий миф о том, что девушку не спрашивают, то есть ее согласие, спасибо за музыкальное сопровождение, это абсолютно неправда, потому что никях, мусульманское бракосочетание, является недействительным, если девушка не согласна. Ее обязательно имам спросит, вышла ли ты замуж за такого-то, такого-то, и если она скажет «вышла», то это при свидетелях, это все услышат, это должно быть достаточно громко. Если все услышали, все, это обязательное условие. Если она сказала «нет», то все дружно встанут и уйдут. Такой брак не зарегистрируют. Поэтому, да, многие сейчас уже потянулись писать, а вот моя знакомая, и там то-то-то, ее не спросили. Я опять же говорю, это исключение, это не связано с религией, это может быть связано с национальными какими-то аспектами, это может быть связано с особенностями семьи, конкретно этой. Поэтому, но с религиозной точки зрения, обязательно наличие согласия девушки. Без него никях просто не зарегистрируют, и он будет недействительным. Следующий миф о том, что мусульмане не общаются до брака и знакомятся уже прям чуть ли не на самой свадьбе или же не за день до самой свадьбы. Это тоже миф. Мы имеем право, мы можем общаться с намерением. Или с намерением, с намерением. Надеюсь, правильно произносила. Произносила правильно, надеюсь, потому что я не люблю, когда разговаривать неправильно. Надеюсь, правильно произнесла, с намерением жениться. Если таковое имеется, то они могут пообщаться и узнать друг друга. Просто потому что, ну сами посудите, если для них окажется сюрпризом характер супруга уже после свадьбы, то что? Чаще всего это развод. Такого нельзя допустить, поэтому обязательно. И вот я сторонник того, чтобы люди общались до бракосочетания
чтобы для них потом не было сюрпризом, чтобы они уже узнали человека, максимально узнали. И это дозволено при свидетелях. То есть наедине нельзя. Есть такое даже высказывание, что если девушка и парень остаются, или женщина и мужчина остаются в одной комнате наедине, третий обязательно шайтан. То есть нельзя, чтобы ничего лишнего не было. Это может быть, например, если девушка придет с подругой или с кем-то там из родственников. Но чаще всего это происходит в многолюдном месте, где есть посторонние глаза. Для чего? Для того, чтобы не допустить ничего такого нехорошего, греховного. И да, для вас это может показаться дикостью, и уже многие схватили за голову и сказали: боже мой, 21 век, какой ужас. Но посмотрите с другой стороны. Сейчас многие девушки страдают из-за того, и может быть даже сейчас какая-нибудь девушка смотрит это видео, и она страдает из-за того, что она живет в неопределенности. Она общается с парнем, но она не знает, когда-нибудь он вообще возьмет ее в жены, или она тратит свои годы жизни, лучшие годы своей жизни, на этого человека впустую. Я столько знаю девушек, которые 6 лет, 7 лет, 5 лет общались с человеком, а в итоге он, оказывается, изначально даже не был готов создать с ней семью. Зачем он ее мучает? Зачем? Вот именно поэтому я считаю, что вот это вот лучший пункт, что у людей сразу есть намерение жениться, и ты уже сразу знаешь, чего от него ожидать, и ты понимаешь, что он не пользуется тобой. Конечно, есть исключения, есть плохие люди есть в каждой национальности, в каждой религии, это можно бесконечно говорить, но в большинстве своем, мне кажется, что это замечательная практика. И давайте уже перейдем к последнему, 5-му мифу о том, что для мусульманина станет сюрпризом, какая его женщина без хиджаба. То есть многие думают: он на ней женится, а на платок снимет, а она лысая. Или он на ней женится, а у нее на теле шрамов полным-полно. Парень, который собирается жениться на девушке, мусульманин, он имеет право узнать, какие у нее волосы, какая у нее фигура, какая у нее кожа. То есть он может задать ей напрямую вопрос этот, если они с намерением, если они уже собираются пожениться, она может ему ответить на этот вопрос. То есть она может ему сказать честно, но, естественно, она должна быть честна с ним. То есть, допустим, что у меня есть шрамы. То есть так, он может узнать. Или спросить кого-нибудь из девушек, из женщин, как она выглядит без хиджаба. Он имеет на это полное право. Поэтому это полный миф о том, что для него будет совершенно неожиданностью его жена без хиджаба. То есть, конечно, для него будет она неожиданностью, потому что ты ее видишь всегда в платке, а тут раз и без платка она совсем другая. Но я имею в виду вот эти вот неприятные неожиданности. Они имеют право это знать. И на этом все наши предрассудки. Спасибо за музыкальное сопровождение. Я сломаю тот телефон. И, конечно же, те, кто ждет встречу. Мы с вами встретимся 24 сентября в Москве в торговом центре Ли-Молл, улица Дубининская, 55К1. Это недалеко от метро станции Павелецкая. 3 часа. Я выбрала 3 часа, потому что в субботу некоторые учатся. Это более-менее для меня кажется удобным временем, потому что позже я переживаю, что будет темнеть, и я не хочу, чтобы по темноте девушки, девочки из-за меня потом возвращались домой, потому что это опасно. Поэтому в 3 часа ТЦ Ли-Молл. 24 сентября. Мы с вами встретимся. Я постараюсь ответить на ваши вопросы, пофотографироваться со всеми вами, я очень надеюсь на это. Окей. Я буду ждать вас, и возможно, даже там будет фотограф, поэтому, если у кого-то, как некоторые шутят, тапок, и не нравится качество фотографий, то я надеюсь, что вы сможете сфотографироваться на... Да что, ты что, издеваешься надо мной? Иди отсюда! Когда азербайджанцы недовольны, они говорят мы сможем с вами сделать классные фотографии, запустить под общим хэштегом, но обо всем на встрече, на которой, кроме этого, я еще разыграю 2 билета в Крокус-Сити на воскресенье, 25 сентября. Конкурс чтецов Корана, праздник Корана. И да, кто у меня спрашивал, я православная, я не мусульманка, могу ли я прийти? Можете. Может приходить любой желающий. По-моему, это даже какой-то вопрос, он не может возникать даже. Вы смотрите мой блог, вы точно следите за моим блогом? Если да, то вы должны понимать, что я не делаю таких четких разделений.
по цвету глаз, цвету кожи и принадлежности к той или иной религии. Поэтому да, если вы хотите, вы можете прийти 24 сентября. И даже если именно вы, не будучи мусульманами, выиграете билет на конкурс Корана, на праздник Корана, ничего страшного, это для вас будет интересно. Поверьте, я в предвкушении, мне кажется, это будет что-то такое очень интересное. Если вы хотите приобрести билеты, в субботу вы не сможете со мной встретиться, но вы хотите попасть на конкурс, по-моему, там есть ссылка на приобретение электронных билетов, я оставлю ее внизу, не знаю, там остались билеты или нет, в общем, посмотрите сами, там должна быть информация по этому поводу, поэтому 24 сентября я разыграю 2 билета, я там посмотрела, они так неплохие такие билеты, 7-й ряд вроде. Я не знаю, где я буду сидеть. Возможно, мы даже будем сидеть вместе. Поэтому будет даже классно, может быть, если кто-то вместе со мной пойдет. В общем, я много наболтала. Пора, наверное, уже нам с вами прощаться. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Если это так, то я попрошу вас поставить лайк. И да, я часто в последнее время уже говорю вам о том, что у меня есть Инстаграм, и вы можете туда перейти, подписаться. Я там чаще всего бываю, потому что не всегда можно в видео донести свои мысли, а я люблю писать заметки, и я начинала с письменных блогов на самом деле, и частенько я пишу туда заметки, и как я вижу, аудитории это нравится, и мне это безумно нравится, что кому-то это идет на пользу, поэтому подпишитесь на Инстаграм, если вы еще не подписаны. И я прощаюсь с вами до следующего видео, а с многими до встречи в Москве. Всем пока, или как говорят мусульмане, ассаляму алейкум. Следите за информацией в Инстаграме. Я буду туда писать, если будут какие-то изменения. Пока.